Бабинцева Марина. Спасибо, Слава, за мотивацию на зимние пленеры. Сбегала уже 3 раза с маслом. Это здорово. Немного непривычно, краски густые, но мастихином приспособилась. Всем одноклубникам успеха и вдохновения. Писать зимой, Марина, волшебно. Много раз об этом говорил. И вообще, это хорошая возможность изучить тепло и холод, особенно когда светит солнце. Смотрите на свет на снегу и тень на снегу по отношению к небу. Вот 3 вот эти составляющие очень важны. Всегда либо небо темнее снега в тенях, либо наоборот. Важно, чтобы была небольшая, может быть, разница. Бывает сильная разница, но когда она тонкая, ее нужно замечать по тону и по цвету. Какая там составляющая? Очень интересно писать вечерние мотивы зимой. Это вообще. Потому что свет из окна, он, естественно, горячий, теплый. И тогда в контрасте работает снег в тени и на свету. И вот эта теплохолодность, почувствовать ее зимой, это просто волшебно. Это лучшее, может быть, средство, чтобы почувствовать теплохолодность. Натали Бодров, спасибо за планерку. По поводу некоторых академиков и их особенностей, их особенной гордости, мой учитель говорил, некоторые любят искусство в себе, некоторые себя в искусстве. Да, Фаина Георгиевна Раневская говорила как-то режиссеру Завадскому, что ли, не помню об этом. Но, тем не менее, академический подход во время учебы необходим и вообще может быть полезен. Абсолютно с вами согласен. Я никоим образом не против академического изучения, подхода. Может быть, у кого-то сложилось превратное представление об этом. Нет, не против. Я восторгаюсь академическими работами и с удовольствием их смотрю. Но это обучение, это лишь этап, после которого художник может состояться или нет. Но посмотрите, я уже как-то говорил об этом. В академии учились Серов, Коровин, Врубель, ну и так далее, и так далее. Посмотрите, какие они все разные. Каждый нашел свою линию, свой способ выражения в искусстве. Есть некий уровень. Серова, посмотрите. Мы все любим Серова и все любим Коровина. Они разные. Академический подход научил их уверенно шагать вперед, найти свою линию в творчестве. Владимир О. Очень нравится ваша работа. Спасибо, Владимир. Вы упоминали, что довольно продолжительное время работали на телевидении. Я не работал на телевидении, я учился. Я не помню, как называлось это заведение при Останкино. Я учился режиссуре, операторскому искусству у мощных мастеров. У меня была своя студия, я делал фильмы. Посещали Тибет, Индию. Если не посчитаете, что я вторгаюсь в ваше личное пространство, расскажите, пожалуйста, как повлияли люди и природа тех мест на вас и на ваше творчество. В вашей коллекции, показанной нам, есть только одна картина «Медитирующие девушки». «Я ветер», у меня выставка называлась, и эта работа была такой главенствующей. Почему мало картин из тех мест? Или, зарядившись той энергией, вы вкладываете ее в современные картины? Ну, можно сказать, что так. Но зарядившись энергией, это мощно сказано. Самое главное, что я вынес из 5, по-моему, поездок в Индию, в разные места, и в Кедарнат, в место паломничества, куда собираются попасть всю жизнь индусы, копят, ну там с южных штатов, деньги, чтобы туда вообще хоть раз попасть. Это очень тонкое, святое место в Индии считается, где построен храм Пандавами в честь Шивы. Об этой поездке и разговор о любви там был. Я снял фильм, можете поискать, кому интересно. «Одно только небо» называется. Он такой фильм размышления на основе тех материалов той поездки. Так вот, самое главное, что я вынес из этих поездок, это то, что ехать никуда не нужно. Любовь, то, чему вообще нет названия, в одинаковой степени разлита в каждой точке пространства. Но чтобы это понять, нужно было много раз ездить туда
и много чего там поделать всякого. На самом деле я работаю над различными темами, которые связаны каким-то образом, может быть, опосредованно с теми поездками в Индию. Но мне кажется, что это больше, чем конкретно эта страна. Ну, то, что я делаю. Мане говорил, что художник пишет... Есть только одна тема, что мы пишем. Мы пишем свет. А свет везде одинаков. Индусы говорят, что солнце в равной степени с одинаковой любовью касается и дворцов, и туалетов. Мне интересно писать свет в пейзажах, в натюрмортах, в глазах людей, которых я пишу с большой радостью. И когда я работаю над какими-то портретами, для меня это главное, а не то, что куда там человек смотрит, чего он там делает, что он там держит. Показать свет в его глазах, в его глубину. Вот задача. Но у меня маячат идеи, и если так сложится, съездить еще раз в Ришикеш и еще кое-куда. Есть такие идеи. Спасибо, что напомнили об этом. Елена, какой нежный тонкий пейзаж, просто прелесть. Слава, у меня очень важный вопрос. Смотрела ваши видео про материалы художника, но так и не поняла этот момент. У вас палитра всегда белая. Вы ее полиэтиленом покрываете? Или каждый раз меняете палитру? Ничего не меняю. Как раз приобрела такую досточку для лепки. Ну да, вроде недорогая, но каждый раз выкидывать накладно. Да зачем же ее выкидывать? Вот эта досточка для лепки. Вот она. Вот эта область просто есть, на которой я делаю замесы. Вот этот пластик. Я ее наклеил на двойной скотч внутрь этой палитры. И она служит себе и служит. Просто вытираю после того, как пописал здесь начисто с этим самым, с растворителем, и все. Да, и закрыть можно пищевой пленкой все это, чтобы просто масло не испарялось. Кто-то недавно мне прислал фото, что он такую палитру сделал герметичной. Ну, наклеил сюда такие бортики резиновые, и резинка к резинке, и там герметически. Главное, что происходит, почему краски-то высыхают. Это соприкосновение с воздухом, ликвидировать поступление воздуха. Поэтому либо пленкой, которая будет, конечно, там немножечко мораться, ну, которая пищевая, либо герметично сделать. Ну, довольно-таки сложно. Там все равно будет прослойка воздуха. Может быть, она, конечно, пропитается там всякими газами. Надо экспериментировать. Альгея, спасибо огромное, что делитесь с нами самым сокровенным для художника. Да, Константин Коровина, люблю. Как-то написала копию «Розы и море». Неплохо получилось. Расскажите что-нибудь про художественный акрил. Спасибо. Спасибо, Альгея. Но я вот акрилом как-то не приакрилился я к нему, не прикипела моя душа. Может быть, эта краска как-то еще совершенствуется, но меня не устраивает то, что она очень быстро покрывается пленкой, в отличие от темперы. А темперы писать мне интересно. Акрилом не приспособился. Если большие какие-то, может быть, полотна, в Европе художники пишут, в Америке, банками там прыскают, даже на скутере по этим самым, по холстам и получаются какие-то. Мне знакомая художник из Австрии присылала картины. Не на скутере, а вот эта доска, на которой вот скейтборд, вот туда-сюда гоняют, и получаются картины. Видите, разные инструменты есть. Даже скейтборд может быть кисточкой. Но я вот совсем не акрильный художник, извините, некомпетентен. Напомню, что в Москве идет выставка, где выставлены мои работы, довольно-таки объемная экспозиция на первом этаже особняка. Записывайтесь на посещение по телефону. Предлагаю анонс из моей онлайн-школы, где более 40 уроков, а потом еще покажу какую-то часть экспозиции с выставки. До завтра. Счастливо. 33-й урок. Цветение. Малый формат. Быстрый этюд. Задача отразить состояние пасмурного дня, когда цвета не кричат, когда все спокойно, и написать нужно не контрастно,
тонко. В среднем тоне он темнее, чем море. Ну, вот так его и надо писать. Задача в этой работе — найти максимально простое решение сложного мотива. И здесь я покажу простой метод, как не ошибаться в тоне. Посмотрите, как это делается. Я думаю, это очень полезный урок. И от насмотренности уроков разных задач зависит, конечно, ваш рост. Безусловно. Удачи! И еще два слова. Конечно, посмотреть — это великое дело, но самое главное в том, чтобы вы сами пробовали решать эти задачи. Совсем не нужно прям бросаться к монитору, вооружаться красками и тут же все повторять. Нет, возьмите простой мотив, который, выйдя на улицу, вы сможете решить, но решить его максимально просто, передавая состояние мотива, состояние природы в этот момент.